Земля — это уникальная планета. На ней есть океаны, горы, пустыни, леса и города, полные чудес. Но все-таки Земля — это планета людей. Они — главное сокровище нашей планеты. Каждый уикенд знаменитая певица Мишель Андраде и ее друг, блогер Кирилл Макашов отправляются в гости к удивительным народам мира. Один будет знакомиться с местными, имея всего $100 на 2 дня. А второй будет узнавать жизнь землян, имея неограниченное количество средств на карте. Основное блюдо. Ага. Начинается интересное путешествие. Посмотрим. Давай к нам, еще шажочек. Не бойся, мы твои новые богатые ведущие. Ну вот, не бойся, мы знаем, как с тобой обращаться. Да-да, мы посмотрели, как тратили твои предыдущие владельцы. И мы обещаем использовать твои премиальные возможности еще лучше. Сейчас только взрослый решает, кому достанется премиальная карта MasterCard. А что тут решать? За нас все решит монетка. Ой, как хорошо! Орел и решка! Полеты! Все, я готова. Всем привет! Нет, давайте лучше так. Гамарджоги нацвали, дорогой. Это Орел и Решка, земляне! И как вы поняли, мы прилетели на родину к грузинам. Что ты знаешь про грузин? О, дорогая моя, так это же самый гостеприимный народ в мире. Они тебя и хинкали накормят, и хачапури накормят, сверху вином еще напоют. Так что, дорогая моя, ты тут со $100 такая девушка не пропадет. Уж давай не умничай. Орел! Решка! Я в тебя верю. Уху! Ты готов? Давай! Давай! Это моя страна! Держи, пожалуйста! Да, как же хорошо! Класс! Удачи! Тебе тоже. Спасибо! Ну! Для кого я так оделась? Стоит только собраться в гости к грузинам, как сразу появляется характерный акцент, Ой, какой красивый девушка! начинают течь слюнки и немного покалывать в печени. За гостей! Кажется, сценарий путешествия к этим землянам до боли предсказуем. Но сегодня мы таки встанем из-за стола и рискнем подняться в горы по дороге смерти. Боже, боже, боже. Чтобы увидеть грузин, о которых вы еще не знали. Грузия, какая же ты красивая! Лучшее место для первого свидания с грузинами – это их столица, город Тбилиси. Запоминайте, в самое сердечко Тбилиси, на площадь Свободы, везет автобус номер 37. Вот сюда. Если ты приезжаешь в Грузию с безлимитной картой, то ты просто обязан ездить на той тачке, которую боготворят местные. Оу май бах! Если верить соцопросам,
то самая желанная машина для грузина – это Мерседес. А самый премиальный из Мерседесов – это Майбах. Если грузины видят такую машину, они сразу понимают, что едет какая-то большая шишка. Володя, это правда? Конечно. Это правда. В Грузии на дорогах мерседесов больше, чем у нас деуланосов. Здесь на каждом повороте большие, маленькие, новые, старые и почти разваленные праворульные мерсы. Просто у грузин есть стереотип, что мерин – это признак статуса. Да и вообще, что надежней тачки нет. Грузины даже называют мерсы своими ангелами, у которых вместо крыльев – колеса. В 1998 году было покушение на нашего президента Эдуарда Шеварднадзе, и машина выдержала 2 выстрела с гранатомета. То есть первый выстрел попал в капот, второй выстрел был почти в лобовое стекло. То есть и машина все равно продолжала движение, жертв не было. Машина сохранила жизнь президенту. Обалдеть. Так. Ух, долго ехали, но приехали, наконец-то. Первое, что нужно знать про грузин, это то, что им приятнее, когда их называют не грузины, а картвелы. Сами грузины называют свою страну не Грузия, а Сакартвела, то есть страной картвелов. Потому что именно регион Картли считается колыбелью грузинского народа. Но надеемся, никто на нас не обидится, если мы будем называть грузин так, как привыкли с детства. Здравствуйте! Что? Что? О! Цветой, это мне? Просто так? Бесплатно? О! Спасибо большое! Как приятно! Угощайтесь, пожалуйста. Спасибо большое. Будешь жить у меня. Бесплатно. Бесплатно? Ну а как же? Одна Ну ты же говоришь, что у меня $100. Мне не нужны твои деньги. Я тебе говорю, что ты будешь просто без денег жить у меня. Спасибо большое. В Грузии так. О грузинском гостеприимстве только глухой не слышал. Еще и комплимент сказали. И скидочку сделали. Попробуем. На машине я тебя подвезу, куда тебе надо. Я пока пешком. И это действительно правда. В Грузии гостя и подвезут, и приютят, и накормят, и напоят до отвала. У грузин даже у главной статуи в руке чаша с вином, что символизирует гостеприимство, которое грузины готовы оказать своим гостям. Если бы у меня было, скажем, $50, я бы взял себе обычного гида и пошел бы гулять себе по Тбилиси. Но вот с этим можно договориться так, что твоим гидом станет грузинская звезда. Знакомьтесь, это Гиги Дедаламазишвили, фронтмен вашей самой любимой грузинской группы Мгзавреби. В Грузии очень много поют. Я не знаю, с чем это связано.
допустим, в моей семье там все поют, даже, по-моему, хуже всех пою я. Так что есть вообще в Грузии, чтобы ты пел, тут ты никого этим не удивишь. А, да. Да, Ну, то есть- потому что я пою, ну и что, и он поет, и мой двоюродный брат поет, понимаете? Популярная грузинская фраза. Да. Вай, какой красивый девушка! Почему красивый? Потому что Красивая? у нас нету рода. Женского рода, мужского рода. И среднего тоже нет. Из-за этого мы не задумываемся. Там, главное, что мы знаем, что девушка. Главное, знаем, что красивый. И ой. И Вай. И Вай. Вай. Я знаю, что как-то интересно вы называете мама, папа, Да. сестра. Я мама, например. Я мама. Я отец, значит, я по-грузински мама. Папа – это мама. Мама – Это деда. деда. Да. А дедушка – это папа. Я тоже У запутался. меня сейчас мозг дерется. Окончания фамилий в Да. разных регионах разные. Разное, да. Вот в Восточной Грузии окончание швили, как у меня, например, я Деда Ламазишвили. В Западной Грузии, вот в Имерети, заканчивается на «дзе». «Дзе» — это как «ич». В Сванете обязательно заканчивается на «иани». Яни. «Иани», да. Какое-нибудь грузинское слово, Да. тяжелое, Да. которое я бы сейчас попытался сказать. «Вепахамбардаговенели». ВПХМ. ВПХМ. ВПХ. Мбардаговенели. Мбрдхвнели. Молодец. Это раздирающий тигр, по-моему. Раздирающий? Да, тигр. Хотелось бы вот все-таки о народе вашем. Да. Мы никогда не теряем надежду. И вот Надежду на что? На все, что все будет лучше, все будет хорошо, у нас все получится. Они приветливые, они улыбаются тебе, они жмут тебе руку. Кстати, по поводу, вспомнил про Да. рукопожатие. Целуются, правда? Мужчины? Целуются, да. Да? Хочешь со мной поцеловаться? Ау. Вот, как мы целуемся. Давай. Как мы целуемся, типа, привет, привет. И Один раз. один раз, да. А. Один раз, но так. Ну а так, чтобы именно Да, с душой, запомнилось. да. Боже, какой красивый дворик. Самое атмосферное место, где можно познакомиться с жизнью простых грузин, это старый район Тбилиси. Грузины здесь живут размеренно. Дома их старенькие, но при этом какие-то обшарпанно уютные. Может, это из-за винограда, который оплетает фасады домов. А может, из-за аромата роз, который заполняет дворики. Но без чего любой грузин не может представить свою жизнь, так это без балкона. Тут говорят, что дом без балкона – это все равно, что человек без одежды. Убери балконы, и дома в старом Тбилиси станут серыми и скучными. А с балконами все дома будто в кружевах. Ух ты, вот это красивейный балкон! А пойдемте посмотрим поближе. О, вау, как красиво! Грузинские
многие балконы какие-то бескрайние. Часто не больше, чем, собственно, сама квартира. Здравствуйте. Грузины рисуют на своих балконах, встречаются с друзьями, работают, едят. Летом очень жарко. Очень. И балконы, и ветерок – это единственное спасение. То есть балкон не для того, чтобы туда поставить велосипед, детскую машинку, завалить его вещами и все. Балкон для того, чтобы там сидеть, пить кофе. Зона отдыха. Зона отдыха, да. Балконы может рассмотреть каждый, но есть в старом Тбилиси и секретные места, которые могут многое рассказать о жизни грузин. Так. Закрыто. Но у меня есть лайфхак. Тут есть коды, которые остались еще с тех времен. Это цифра 38 и 27. 30. Что у меня не получается? О, спасибо. А какую цифру вы нажали? 14. Вау, спасибо большое. Вот видите, как оно здорово. Ладно. Ого. Тут так красиво. Такие узорчики красивые. У этого дома очень романтическая история. Жил в Тбилиси один купец, который был безответно влюблен в актрису. Она один раз ему поставила условие: построишь мне дом, как оперный театр, выйду за тебя. Он согласился, мужик сказал, мужик сделал. И они жили долго и счастливо. Тут себя чувствуешь, как будто где-то в каком-то музее. А это всего лишь парадное. Здравствуйте. Здравствуйте. Извините, пожалуйста. В чем дело? Просто тут такая красивая акустика. Здесь чудесная акустика, и вы это узнали. Да. И специально, целенаправленно пришли потренироваться. Ну, чуть-чуть, можно так сказать. А сейчас тут дома только живут люди? Да? Это коммуналка, да. Да, мы тут все живем. А тут есть горячая вода? Горячей воды нет. Душа у меня нет, ни у кого нет. Кто как может, где как может, купается, как может. А где вы стирает. ходите купаться и стирать вещи? Где? Я хожу к родственникам. К родственникам, да? По правилам сезона «Орел и решка земляне» мне нужно узнавать грузин, не жалея на это денег. Грузия славится изобилием своих природных красот. Поэтому богатые грузины на выходных в городах не сидят. Они уезжают в горы на элитные курорты. Самый раскрученный находится у подножья священной для Грузии горы Казбек. Туда я отправляюсь. А мне со $100 остается знакомиться только с простыми грузинами. Грузия хоть и маленькая страна, но очень разная. Тут все дело в географии. Грузия – страна горная. Поэтому часто люди веками жили в изоляции друг от друга. Вот и получилось, что тут буквально в каждом грузинском поселке свой диалект, своя кухня и свои традиции. Со столичными грузинами я уже познакомилась, так что планирую поехать в гости к тем грузинам, о которых вы, наверное, вообще никогда не слышали. Это горцы, которые живут в самом высоком регионе Грузии, в Тушете, прямо под облаками. Но сказать проще, чем сделать. Деревня тушинцев практически недоступна. Добраться к ним можно только 4 месяца в году.
по дороге смерти. Сейчас постараюсь словить какую-то машину и поехать туда, куда даже сами грузины не ездят. Давай! Будем ловить удачу! Я впервые в жизни решила попробовать автостоп. Так и сэкономить можно, и с местными пообщаться. Ой, спасибо! Вот так вот, да? Алло! Я просто всем показываю бесплатный класс. У меня такое ощущение. Да-да! Ура! Здравствуйте! В Тушете! Не знаете? Оказалось, что автостопом до Тушети не доедешь. Никто не ездит туда. Никто не хочет отвезти. Местные подсказали, что сначала надо ехать до города Тель-Авив, потом до села Нижний Алвани и там садиться на маршрутку, которая везет прямо в Тушетию. Ну ты же был один в машине! Алло! Здравствуйте! А в Нижнюю Албанию, Тель-Авив едете? Тель-Авив как раз. Да. Едете? А можно? Можно. Сейчас я покажу, что приготовили грузины для богатых гостей. О, рога. Люстра рога. Обалдеть. Отель Казбеги Румс меньше всего похож на старый советский дом отдыха в горах. Видно, что тут похозяйничал продвинутый дизайнер. Я вот что пока заметил, здесь все сделано из такого дерева, знаете. Кожа, дерево, железо. Вот суровое все. Грузины всячески стремятся показать, что хотят в Европу. Поэтому строят отели один другого моднее. Все ради того, чтобы заманить к себе богатеньких европейцев и американцев. Только я пока единственное не понимаю, это ресторан, или это библиотека, или это лобби, или это... Что это? В этом отеле я взял себе самый дорогой номер. Номер вообще небольшой. И вот даже близко не лакшери. В ценовой политике грузины тоже хотят быть похожими на европейцев. $300 за такой скромный номер. Хотя, подождите, это же Грузия. Здесь должен быть балкон. Ну вот же оно! Вот ради чего я сюда приехал! Это потрясающе! Как же я завидую черной завистью людям, которые здесь живут. Вон идет мужчина. Он привык к этому, ему это уже не так интересно. Ах, Грузия, я тебя люблю. Уикенд в Грузии – это всегда сыто и весело. А с моей премиальной картой MasterCard еще и комфортно. Главное – все быстро оплатить. С MasterCard это вообще не проблема. Пару секунд и можно дальше кутить. И красиво знакомиться с Грузией. Я хотел сказать, что в Тушете это такой регион, где мало бывает людей. Там к путнику будет особое отношение. И я думаю, что вы это обязательно увидите. Вот мы заезжаем в Нижний Алвани, и как раз здесь находятся маршрутки, которые отправляются в Тушеть. Вам Спасибо большое, дороги. что помогли. Хорошей Очень дороги, приятно. попутного ветра. До свидания. Ух. Маршрутка? А вы в Тушете едете? Да. А сколько стоит? 50 лари человек. 50 лари человек. Хорошо, ладно, это раз в жизни, так что
точно поедем. Все. Я Каха. Да, очень приятно. Я Мишель. Привет. А вы? Лия. А расскажите мне немножко про Тюшет? Я просто первый раз там буду, я знаю, что туда даже сами грузины редко ездят, да? Да, сами грузины редко ездят, потому что дорога такая, что боится. 70 километров, ну, дорога такая, что 4 часа надо. 4 часа? Да, 4 часа. Хорошо, дорогу я люблю, общаться я люблю, А кушать? кушать еще больше люблю. А это уже все, дорога началась отсюда? Нет. Нет еще. Как асфальт закончится. Чтобы познать грузинскую душу, надо подняться в горы. Меня от вершины горы Казбек отделяет лишь 5000 метров и $3000. Ну что, полетели? Грузия, Грузия, какая же ты красивая. Здесь в горах и спрятана душа всех грузин. Казбек – это главная гора, которая является символом защиты. Он как главный стражник прям посреди всех остальных выделяется. Защищает этот народ. Но защитник всякому не покажется. Только человеку с чистой душой и помыслами он покажет свою седую голову. И между них, прорезав тучи, стоял всех выше головой Казбек, Кавказа царь могучий, в чалме и ризе парчевой. На самом деле, Казбек – это потухший вулкан. Последний раз он извергался аж 2500 лет назад. Теперь бы хорошо бокальчик вина. Литра так на 1,5. А лучше 2. Вот она, Тушетская дорога. Та самая грузинская дорога смерти. Вся дорога в серпентин идет. Качивает. Закройте сейчас огни. Чтобы не было... Еще что, водопад? Ого! Вот это душ! Местные тут с закрытыми глазами ездят, а кто первый раз, для них, конечно, будет. Вот еще крестик вон впереди. Крестики защищают людей, которые сюда ездят. Дорогу в Тушетию вообще сложно назвать дорогой. Это узкая тропа, где с одной стороны крутой склон, а с другой стороны крутой обрыв. И тут нет никаких ограждений, которые бы удержали машину от падения в ущелье. Страшно, боже мой.
Боже, 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 самое страшное. Как подтверждение этому, вдоль дороги стоят траурные таблички с лицами погибших. Вот они все здесь погибли. Вся надежда на нашего водителя Ираклия. Я не понимаю, как он ездит. Чем выше мы поднимаемся, тем страшнее и уже дорога. Горы становятся все выше, а ущелья все глубже. Ай-яй-яй. Страшно. Вот это экстрим. Ух. Начинает холодать. Я знаю, что это одна из самых высоких точек, да? 2860 метров. Вон, смотрите. Это перевал. Даже летом здесь не тает снег. Никакого указателя, что ты уже в Тушете, нет. Главная примета, что ты на месте, это стада коров и пастухи со своими здоровенными волкодавами. Тушинцы забрались на высоту 2200 метров. Это единственные земляне в Европе, которые постоянно живут так высоко в горах. Ни магазинов, ни аптек в тушетинских деревнях нет и никогда и не было. Единственная ниточка, которая связывает тушинцев с окружающим миром, это водители маршруток. Позавчера местные заказали Ираклию привезти батон. И вот спустя 2 дня он его привез. На моей маршрутке можно доехать до деревни Щенако. Ничего не напоминает? На самом деле вы уже видели это место, просто об этом не знали. Именно здесь, в селе Щенако, осенью 1976 года снимали легендарный фильм «Мимино». Именно на эти поля вертолетчик Валико привозил тушинцам коров, баранов и муку. Принимай почту. Это сейчас в Тушетию можно подняться на машине, а раньше только на вертолете или верхом на лошади. Я в шоке. Я нахожусь в самой настоящей грузинской деревне. Смотрите, вот все выглядит как заброшенные дома. И по всей видимости они сами, да, строят? Сами построили. И тут нет цемента, это просто камень. Просто камень. Камардёва, на русском общаетесь? Нет. Ничего страшного. А вы? Немножко. Немножко? Это ваш гестхаус, да? Да. Принимаете гостей сейчас? На ход. Такие глухие дикие места особенно манят экстремалов и любителей неизбитых туристических троп. И для них в Щенако есть гостевой домик. По сути, это просто дом, куда тушинцы пускают путников за $21. Ух ты, как-то светло. Пахнет
деревом, тут так светло, тут две коечки. Я понимаю, что тут удобно. Ого, хорошо. Есть свет. Есть нормальный туалет, не дырка. Где душ? Вот тут. Это, по-моему, душ. Вот так вот. А душ с горячей водой оказался на улице, как у нас на даче. Мне тут нечего жаловаться, потому что я понимаю, где я сейчас нахожусь. И такие условия — это просто идеально. В Тушетинском гестхаусе туристов кормят ужином. Оказалось, что я у них первый гость в этом сезоне. Еще и Ираклий остался, поэтому хозяйка устроила целый пир. Накрыли стол, боже, как все тут красиво. Правду мне рассказали. Для тушинцев гость – это подарок Бога. Нам приготовили традиционные грузинские блюда, но на тушетинский лад. Тушинцы любят хинкали не с мясом, а с сыром и картошкой. Класс. И они тут без характерного хвостика. Вареная баранина хашлама по-тушетински подается без бульона. Это тушетинский хачапури, называем котори. Котори отличается от других хачапури тем, что делают его с тушетинским сыром гуда. А это делают только Больше здесь? нигде не делают в мире. Мы делаем сыр только летом. Готовим много, чтобы хватило на зиму. Коров зимой отгоняем вниз, чтобы не замерзли. Вот только сыром и питаемся. Оно маслянистое и очень похоже на брынзу. Только в 5 раз солонее. А как сделали? Завтра покажет, как сделать. Хорошо. Какие правила поведения за столом у грузин? Нет, особо нет. Надо хорошо есть и хорошо пить. У тушинцев зимой минус 25. Вином не согреешься, поэтому они греются виноградным самогоном чачей. Первый тост говорят «Слава Богу». Слава Богу. Второй тост за гостей. Приезжайте к нам в Тушетию. И дай Бог, чтоб по хорошей дороге. Ваше здоровье, земляне. Пей, пей, да? Ай, молодец. Грузинские застолья могут длиться часами и даже днями, потому что грузины свято верят, что время застолья в счет жизни не идет, а гости продлевают им жизнь. Наверное, поэтому грузины такие гостеприимные. Я выживу, я надеюсь, что я выживу. Утро тушинцев начинается с доения коров. О, обалдеть! Я 1000 раз это видела по телевизору, но никогда вживую. И сейчас я буду пробовать своими ручками. О боже, они такие тепленькие. Только как это делать? Не знаю. Не выходит. А покажите еще раз, как должно выходить.
Смотри! Ух ты! О, я даю молочко! У-у-у! Смотрите, хорошо так? Да. Да? Давай. Ух ты, а можно попить? Да. Так, первый раз в своей жизни пробую молочко, которое только что вышло из коровы. Серьезно? Обалдеть! Она такая вкусная, сладкая, тепленькая. Эти коровки сколько за один день переносят молока? 100 литров. Зачем вам столько? 10 кило сыр. А сейчас садитесь поудобнее и следите за таинством приготовления тушетинского сыра Гуда. Свежее молоко нагревают и добавляют закваску. Именно в закваске секрет долгого хранения тушетинского сыра. В молоко кладут засоленный желудочек молочного теленка и добавляют аспирин. В желудочке теленка есть сычужный фермент, из-за которого буквально через полчаса молоко свернется. Когда молочко сворачивается в сыр, остается вот эта водичка, и она не нужна, и ее просто выливают. Он выглядит как творог. Тут точно... Гуда с грузинского – это сыр из мешка, потому что гуда вызревает в мешках. Через 5 дней его уже можно есть. А чтобы сыр не портился и целых 3 года кормил тушинцев, его щедро заливают рассолом. И тут видно соль. Обалдеть. Простите, это что? Это вино. С утра вино. Да, ну, в Грузии вино это как вода. Ага. Для грузин вино – это священный напиток. Тут говорят, что вино создает не человек. Его дарит Бог. Поэтому вся жизнь грузин связана с вином. Вино на каждом застолье, на каждом празднике, в горе и в радости, на смертном одре и при рождении. Грузины пьют вино с полугода. Родители дают детям по капле, чтобы во взрослой жизни от него никогда не болела голова. Ничто не сможет рассказать больше о грузинах, чем вино. Спасибо большое. Счастливо, до свидания. До свидания. А полетели пообщаемся с вином в самый винный регион, в Кахетию. Это главная грузинская, самая большая бочка с вином. Я прилетел в деревню Цинандали, на знаменитую винодельню Шуми. Грузия – это первое место, где были найдены самые старые виноградные косточки. Лоза, виноград для нас, для грузинов, это святое. Можете заметить, рядом с каждыми сортами посажены разновидности роз. Роза – это индикатор болезни. Когда роза болеет, мы уже понимаем, что скоро болезнь перейдет на виноград. Роза принимает первый удар на себя. Потому что лоза гораздо дороже Естественно. розы, Когда дворянин в древнее время погибал, отрезали лозу и клали в него гроб, чтобы в другом мире у него тоже было вино. Перед тобой 8-е чудо света. Это самая старая лоза, которая дает плоды. Ему примерно 350 лет.
Из винограда, который растет на этой лозе, делают самое дорогое вино в Грузии. Так, как делают вино грузины, не делает никто в мире. Только у грузин вино зреет в закопанных в земле глиняных сосудах квеври. В квеври заливают виноградный сок с кожурой, мякотью и косточками и оставляют бродить 7 месяцев. И потом квеври вскрывают. Перекрещиваемся. Перекрещиваемся? Ну да. А почему сейчас... так? Ну, это святой для нас. Раз. Блин, два, мне страшно. 3. Опа. Грузины говорят, что вино – это кровь Иисуса Христа. Поэтому винный погреб – это храм, где нужно зажигать свечи. А само распитие вина – это некое продолжение церковной службы. На винодельне Шуме вип-гостю дают попробовать уникальное вино «Лазаре», которое делают только здесь. Внимание! Из 450 сортов винограда. В Грузии даже воду не выпивают без тостов. Я хочу выпить за дедушку, за отца и за сына. Потому что дедушка – это лоза, отец – это виноград, а сын – это уже готовое вино. Это очень за красивый вино. тост. За вино. За вот этот волшебный напиток. Мы пьем до дна. Какое же на вкус вино из 450 сортов винограда? Вино достаточно такое терпкое. Но вот я не знаю почему, но вкус у него прям очень насыщенный. Необычный. Ну, максимально насыщенный вкус. Красота! Спасибо. Грузины не пьют вино, чтобы напиться. Они пьют вино, чтобы продлить себе жизнь. Мой отец, я хочу сказать, что пил 10 литров вина за столом. Сколько? 10 литров вина. На застольях грузины предпочитают пить белое вино. Это чтобы не захмелеть раньше времени. У белого вина крепость меньше, чем у красного. А красное вино грузины пьют по чуть-чуть для здоровья и за здоровье. Грузины не смакуют вино, как итальянцы или французы. Грузины любят пить вино залпом. Говорят, что так вкус вина ярче. И грузины вообще не заморачиваются, какое вино с какими блюдами сочетать. Все эти правила придумали точно не грузины. За вас, за гостей. До встречи. До встречи, до свидания. У меня осталось 2 часа до маршрутки обратно в Тель-Авив. Пока есть время, хочу прогуляться по деревне и узнать у тушинцев, как им тут живется и чем они занимаются. Коры сами решили за тушинцев, чем им заниматься. Собирать травы, чтобы лечить высокое давление. Почти 90% все лекарственные растения знаю наизусть. А, так вы доктор, местный доктор. Так вот для чего вы тут остаетесь, чтобы лечить, чтобы... Это я. Обалдеть! Тушинцы делают сыр, чтобы не умереть от голода суровыми зимами. Вяжут из овечьей шерсти одежду и одеяло, чтобы согреться. И разводят скот. Это Небука, и он чабан. Так здесь называют пастухов. А как проходит ваш распорядок дня? Утром встает так 5 часов. Доит баран. А сколько времени вы их доите? 4-5 часов.
Уху. Это, конечно, сурово. Каждый день 5 часов. Тут очень сильный запах. Тут есть мухи, которые тебе на лицо налетают. Ой-ой. А из молока вы делаете сырочек? Да. И продаете его? Продаем. В прошлом году килограмм 25 ларом продали. А сколько таларев приносит вам сыр? 14 или 15 тысяч ларов. В год? Вы не хотели бы уехать отсюда? Здесь работа лучше. Воздух лучше. Там моей работы нету в городе. Я не могу там этого постройку и кабинету, и ничего нету. Там я умру. О вине грузины могут рассказывать вечно. Шел 5-й час, а традиции не заканчивались. Если мы пьем вино только из бокалов, грузины пьют вино еще и из рогов. И по традиции осушить рог нужно до дна. А сколько тут миллилитров? Литров? Примерно литра 3. Литра 3? Да. Вы уверены? Да, я уверен, не только уверен, а я очень много раз попробовал. Настоящий грузинский мужчина пьет из рога горного козла. До дна, до дна. Молодец! Шикаргус! А сейчас я надену тебя вот грузинскую шапку. С сегодняшнего дня ты настоящий кахетинец! Ой-ой-ой-ой-ой! Может показаться, что все эти песни, традиции, застолья, вино, тосты – все это чисто для туристов. За гостей! Удивительно то, что грузины действительно так живут. Я выживу, я надеюсь. У этих землян оказался какой-то сумасшедший запас энергии и здоровья. 10 литров вина за столом. Сколько? То ли они заряжаются от гор, то ли потому что пьют кувшинами свое волшебное зелье. То ли это реально не просто красивые слова, а гости действительно продлевают грузинам жизнь. Ай, молодец. Ай, я даю молочко. Тут точно... Это мне? Просто так? Литра 3! Хочешь со мной поцеловаться? Грузинская душа выше грузинских гор, крепче грузинского вина и звонче грузинских песен. Бутылку со $100 в Грузии ищите в деревне Цинандали, рядом с винодельней Шуми. Встаньте лицом ко входу и пройдите 150 метров по тропинке направо. Клад спрятан в камнях. Надеюсь, не заметит. Ой. Парни! Ой, спасибо большое. Что это такое? Гамарджоба. Серьезно? Мишель, что? Ты даже не представляешь, насколько мы, грузины, гостеприимны. Насколько мы любим гостей. Ты не знала? Нет. Так я теперь грузин? Ого! Ну? А? Лучше туда дыши. Грузия подарила мне свою душу, а я тут оставлю свое сердечко. Ну, горжусь своими, да?
Увидимся в следующих землянах. Обязательно. Пока. Слушай, Как будет? слушай, я там КВ приоткрыл. А ты, кстати, и без платья выглядишь великолепно. А ты думал? «Орел и решка» приглашает всех желающих покорить Килиманджаро. Зайти на вершину Африки вместе с популярным тревел-шоу. С 9 по 17 октября. Красиво. 2 дня сафари в национальных парках Танзании. Ну а дальше брось себе вызов и встречай рассвет на самой высокой точке Африки — 5895 метров. Все это время команда «Орла и решки» снимает кино о твоем восхождении. Поверь, эта поездка изменит твою жизнь. Кажется, теперь я все могу. Подробности в описании. Количество мест в группе ограничено. Успей записаться.